Ребят, всем привет! Василина в Батуми. Сейчас мы сидим в кафе с Вероничкой, работаем. Мой партнер теперь уже Вероника. Мы отвели Милану в школу. Вот здесь находится третья школа государственная, где обучается Милана в первом классе в русском секторе. Сейчас пока она на занятиях, нас работа где догонит, там мы работаем. Вот сейчас мы сидели, пока ребенка ждали, к нам пришел мужчина с нашего YouTube канала на консультацию по ипотеке. Человек приехал 2 месяца назад и хочет приобрести здесь недвижимость, и ему нужно ипотечное кредитование. Так как Вероника специалист в ипотечном кредитовании в России, в Санкт-Петербурге, она проработала более 6 лет в главном офисе Сбербанка. 6 лет работы, очень большой опыт Сбербанка ей дал. И также она занималась очень долгое время с Валерьяном, с мужем, которые сейчас являются тоже нашими партнерами, так как мы открыли агентство недвижимости в Батуми. Занимались они еще страховками в страховых компаниях. И вот этот опыт нам сейчас дает возможность консультировать людей по ипотеке. Настройщики настроили, да. Давайте я буду тогда записывать ваши пожелания и буду уже подыскивать возможность какой-то. Так, Алексей. А есть у вас контакты каких-то строителей, которые Да, могут? конечно. Да. Сколько сейчас стоит метр привести в порядок? Недорогой ремонт какой-то? 400 где-то получается, 350-400. Это такой, который там годик-два продержится, да? Ну, даже больше. Там все зависит от рук, которые будут это делать. У нас есть хорошая компания, которая сотрудничает с нами. Мы вам потом их порекомендуем, даже несколько строительных компаний. Там уже просто с ними будете вы отдельно договариваться, обсуждать эти материалы и все такое. Вот здесь Мне мне еще не важен подскажу. такой момент, чтобы я удаленно мог это делать, потому что Да, не будет. не проблема вообще, не проблема, потому что здесь в Батуми они вообще привыкли, строители работать, потому что они дистанционно работают, так как чаще всего недвижимость инвестиционная, и тот, кто покупает, собственники, они здесь Мне кажется, мало это проживают. хорошо. Тогда Так, ну давайте, да, посмотрим документы тогда, да? у меня есть в электронном виде все мои документы, там, ну какие, собственно, паспорт, да, остается. Давайте, да, паспорт, да. 5 января. В компании у меня хорошие отношения. Мой крюинг-менеджер, он в Петербурге находится, и она мне вышлет и подтверждение моей Это в посадки. Питере у нас, получается, находится, да, офис? Офис, да, Класс. это подбора персонала. Да. А сама головная компания была в Сингапуре, общался. И сейчас я перешел в немецкое подразделение этой же компании, потому что Сингапур с россиянами отказался сотрудничать. Да. Всего. Да, я вот смотрю, что у вас тут вообще Сингапур так-то прописан, да? Смотрите, а тут, значит, просто у вас прописывается период, вот именно этот контракт, который я сейчас держу в руках, здесь период прописан с 25 января по 24 июня. То есть, что это здесь имеется в виду? Здесь вы больше 2 рейсов не делаете в год? Нет, или у как? меня там 5 плюс 1 прописан. У меня контракт 5 месяцев плюс 1 с возможным продлением еще на 1. То есть у меня в итоге 7 месяцев. Вот этот контракт у меня получился 7 месяцев. Там указан изначально... Да, я вижу 5 плюс, да, плюс-минус 1. Да, у меня изначально я подписываю контракт на определенный период, потому что он меня тоже страхует. Если компания не захочет Да. по какой-то причине меня менять, Да. то я им тоже скажу: ребята, вы контракт нарушаете, платите, там предусмотрена двойная оплата, если они нарушают сроки смены. То есть это как бы важный момент, он там прописан. Да, Но у меня будет, если, ну я о чем и говорю, что если по каким-то причинам эти сроки там банк не устроит или смущать будет, Давайте отправим пока так. А если наш менеджер скажет, что нужно будет уточнить что-то, то мы запросим у девушек в гарантийное Питере, письмо да? о том, что да, и да. И дальше трудоустроить. Так, ну это сам, наверное, да, как бы прав. Я, конечно, знаю английский, но надо тут вчитываться. Да, так, это хоть- Он на русском есть языке. Да, последние там 2 листа или 3. Так, смотрите, как компания получается у нас международная, то, соответственно, в бюро кредитных историй вы никогда не брали кредит? В Грузии, Вообще везде, в России брал. где-нибудь? Я брал в Сбербанке много кредитов, там у меня хорошая история кредитная, все закрыто. Вот мы сейчас и посмотрим, где они в России-то находятся, это мне Питер и интересно. Новороссийск, а и Дальний Восток еще. Так, ну что, давайте тогда я сфотографирую, здесь вот подписи нет, так, что-то... Я могу его вам оставить до завтра. Мы завтра встретимся, Да. я оплачу ваши услуги Давайте. и вернете мне мой контракт. Давайте, хорошо. Вероник, сейчас в этом ролике давай наш прайс озвучим и услуги.
Давай. Какие услуги мы оказываем как агентство? Что мы предоставляем людям? Какие гарантии? За что отвечаем? Ну хорошо, сейчас мы Алексея отпустим, да, давай Давай. запишем. Я просто сфотографирую, хорошо? Да, паспорта не смотрю. Давай я Я- отскриню на свой телефон. Конечно, тоже нет, да. Я тоже сотрудник, как бы, я знаю. Ребят, так как вот я говорила уже, да, Вероника не только специалист в ипотеке, да, она еще специалист страхования. Сейчас выявился такой нюанс, что Да, подтверждающий как бы тест определения человека. Так как он моряк, соответственно, его проверяют каждый выход на корабль, правильно? Да, перед А каждым. это на самом деле для ипотеки очень классный показатель, потому что страховка становится с наименьшим коэффициентом. то есть мы сейчас, Да. то, что вот есть такие документы, Мы сейчас а, удешевим, удешевим. сделаем самый низкий коэффициент, да. самый низкий коэффициент сделаем для Алексея, и этот бы момент ему могли не учесть, если бы он Ну, пошел, ему это допустим. банку невыгодно на самом деле, потому что менеджеры получают зарплаты с страховок, как бы, и да. Так что мы экономим ваши деньги. Всегда требуется вот такой медкомиссия международная. Да, И классно. драг-алкоголь-тест это стандартный такой пункт. Как бы. Получается, сброшу все, что у нас есть. Мне бы желательно сегодня сказать, что нравится, что не нравится в Обязательно этом, скажи. как бы пока по фото, да, чтобы Мгм, я понимала, от чего мы отталкиваемся. И если что-то понравилось, лучше сегодня допоздна. Они, как грузины, долго не спят, и до часа могут не спать. А с грузинами с некоторыми в 1:30 переписываюсь. Они поздно ложатся, но очень поздно встают. Да, я заметил, в 10 все только Ничего не работает еще, да. Поэтому как бы мы должны сегодня договориться на завтрашний обед, На просмотр? на просмотр. А, хорошо. Да. Потому что нам сначала нужно найти объект. А мы завтра уже как раз с вами встретимся, я в банк вместе как бы с денежкой все это отправлю. Хорошо, у меня даже есть сумма здесь наличными Да. долларами на задаток. Там, ну, порядка 1500 у меня Мгм. есть. Ну И, там это много, 500 обычно у нас ну и достаточно. там в течение недели мне сюда уже приедут. Мгм. Могу привезти рубли, но мне кажется, лучше Нет, доллары. доллары, конечно. Нет. Очень на Италию похоже. Спина У меня есть не масса болит? друзей в России, которые никогда не выезжали, нигде не были. И они уверены, что вот они живут идеально, так и должно Мгм, быть. мгм. Я говорю, да, просто у меня слов нет, я не Да. могу переубедить. Я говорю, вы просто сравните, люди меньше работают, Да. медленнее работают, Медленнее. лучше живут. кайфом, с кайфом, да, с да. кайфом, они кайфуют Но. от процесса, и Да. все. Они не гонятся вот так, они не выживают, они живут просто. Да. пока. Мне говорю, мы с мужем, когда 7 или 8 месяцев прожили в итоге, мы оба замедлили с ним, оба замедлили. Но не настолько прям, чтобы расслабились, но все равно все медленнее стали делать, воспринимаем информацию более медленно. Давай попозже, там уже не в 10 день начнем, а в 12, Это хорошо, да. понимаете, это наш ресурс, он ограничен. Если Да. мы медленнее, больше его растягиваем. Вот я тоже так Они, подумала. они поэтому долго и живут. Тут чистая вода, хороший воздух, Воздух. и они не торопятся. Да. Стресс меньше. Водичку я вот с-под крана пошла, просто воды налила. Ну кому скажи, вообще смешно. В кафе причем, да? Ну, я тоже поначалу пил эту воду, тоже, кайфовал. А сейчас все равно я перешел на боржоми, потому что, мне нравится вкус, стоит она недорого. Я уже опилась просто. Вы сейчас напьетесь ее тоже и будете Наверное. обычной кайфовать водой, да? Но приходит насыщение. Первое время вообще на минералке просто все отекшее, потому что настолько уже ее напиваешься, она такая вкусная Да, вкусная, вообще. вкусная, Да. да. А мы еще и в Боржоме. Вы не были в Боржоме? Я мимо проехал. Я много Съездите туда с Тбилиси женой, с был. ребенком, там, маленький городок, но классный, такой душевный. Водичка вкусная там. Я в Тбилиси нанял турагента, и вместе с ним там 2 дня мы У нас провели. тоже есть классный гид. Да, Датон. гид. И вот он мне сказал, что Боржоми деревня. Ну, я тоже понимаю, что маленько, что там, я увижу Да. этот ручеек, попью воды. Да. Но я поэтому мимо проехал. Я Он поехал в спокойный Кутаиси. такой, там, да, спокойный городок. Ну, нам понравилось с мужем. Там прям хоть что-то побродить вечером, в кафе вкусно посидеть, покушать, вина выпить, все что еще У меня нужно. сосед вот в том доме, где я снимал, в Ферии, Давид, он ко мне приходит как-то вечером. Мы каждый вечер с ним выпивали. Ну, вино как можно не пить? Да. И все соседи собирались, там огромный стол. И он говорит, слушай, а мы завтра с тобой едем в Кахетию. Я думал, он пошутил. Он утром приходит, говорит, ты что, еще не собрался? Да. Я говорю, ну окей, все, собрались и на 3 дня уехали в Кахетию. Он собирал виноград, Да. ну ему там, у него автобус такой большой. Я 3 дня провел просто этих виноградников всех. То есть Класс. такой непосредственный человек, прям потрясающий. Эти истории мы постоянно слышим. Особенно ты иммигранты, которые только приехали, да, то есть ты еще
первое время прям удивлен, шокирован, да, Да. прям, а потом уже чуть позже ты уже воспринимаешь как данность. Но к этому все равно никогда не привыкнешь. Я даже знаю здесь людей, которые очень долго здесь уже в Грузии живут и все равно удивляются каждый раз этим историям. Я до Это ж приезда классно. в Грузию вообще вино не понимал. Я тоже. Я пил только вообще не красное, пила. полусладкое. Я вообще не пила, я вам больше скажу. Здесь просто голова не болит, да, вкусно-то как. Вкусно, да. Белое сухое просто. Ой, вообще. волшебно. А мы Мы еще сейчас на в Твише Турцию едем, у меня юбилей День будет рождения на день будет. рождения. И мы такие, ну что, Твиш возьмем с собой в Турцию. Ну, конечно, Поедем со не своим будет. вином, да. А почему нет? Там Да. такого не будет. Так что вот такие вот дела. Я приобрела в первую очередь внутреннюю свободу, любовь, да, и, конечно же, солнце и море. Это, наверное, 3 таких самых главных, если не разбивать по мелким составляющим. Все говорят, природа в Грузии замечательная. Но я хочу не с природы начать, а хочу начать, что здесь я уж услышала словосочетание теплый человек. Вот, ну, люди. Даже не вино, не фрукты, не горы, не море, не там, а вот именно людям. Здесь хорошо. И как я говорю на своем YouTube-канале, здесь у меня реанимация души происходит. Вот. Пролонгируется, Да. то есть я буду каждый год, да, Да. проплачивать? Да, будете проплачивать. Она будет становиться дешевле, потому что сумма у вас будет меньше становиться. Я понял. То есть сейчас Да. просто надо будет. Просто коэффициент, да, забронируйте свой коэффициент, и с таким же коэффициентом будете продлевать ее каждый год. Ну, все. Да, поэтому так. Хорошо, все, тогда я не Да, буду приятно вас- было И мне познакомиться, очень Алексей. приятно. Да, Очень все рад. тогда. Вы мне как на связь выйдете, напишите. Да, всего Всего доброго, до доброго, свидания. Алексей. Ну давай подытожим, мне надо уже за Миланкой бежать. Да, ну, в общем, проконсультировали Алексея. Вот пример, человек пришел, будет покупать недвижимость в Батуми с ипотекой. Да, ну, мы оказываем консультации, подбор имущества, а также проводим помощь в приобретении, то есть юридическая сделка. Смотрите, значит, у нас есть 3 пакета. Помощь и подбор недвижимости. Он оказывается бесплатно. Есть также юридическое сопровождение сделки, когда мы приходим вместе с вами в дом юстиции, заключаем договор купли-продажи, проверяем объект, который вы выбрали, на чистоту сделки, заключение договора купли-продажи. Полностью оформление документов идет подача в банк, сопровождение, это как и переводчик, услуги переводчика, да. Также мы дистанционно все сделки оформляем, оказываем посредничество в банке, помогаем с оформлением страховки. Помимо того, что мы оказываем юридическое сопровождение, подбор и консультацию недвижимости, помощь в ипотеке, также мы берем ваши квартиры, которые вы у нас приобрели, на управление. 2 есть вида управления: посуточно и помесячно. Обращайтесь. Сдача посуточно, 40% берем на себя мы. Туда входит клининг, реклама, поиск брони вашего объекта, также осуществление оплаты коммунальных услуг. 60% чистыми получает собственник квартиры. Если мы занимаемся помесячно, то 30% берем на себя мы, куда входят также услуги рекламы и подбор клиента. Также Встреча, выселение, встреча, выселение, заселение, а также мы сохранность имущества, смотрим, следим за вашим имуществом. 70% получаете вы, но здесь коммунальные услуги оплачивает тот, кто проживает в этой квартире. Привет огромный Да. из Батуми. Вы давно мечтаете о Грузии? Планируете путешествия? Мы можем помочь вам и стать вашими проводниками в самые интересные уголки Грузии. Василина и Вахтанг приветствуют вас. С удовольствием проконсультируем вас по всем вопросам Грузии. Мы являемся учредителями агентства бизнес-туризма и недвижимости в Батуми. Мы познакомим вас с грузинскими традициями, вкуснейшей кухней, отвезем высоко в горы, откуда открывается невероятный вид, от которого у вас перехватит дыхание. Вы опьянеете от этой красоты и, конечно же, от грузинского домашнего вина. А потом мы поднимем самый главный тост за мир во всем мире. Будем много смеяться и плясать до упаду в национальных грузинских костюмах. И мы обещаем вам, что когда вы будете уезжать из Грузии, вы скажете: «Я обязательно сюда вернусь». А возможно, и захотите приобрести инвестиционную недвижимость или даже переехать в Грузию жить.
В нашем управлении находятся студии, двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера с шикарным видом на море. Ортопедические матрасы размера King Size. Все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни. Апартаменты сдаются посуточно, но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок. Чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты, пишите нам в WhatsApp. И если вы собственник апартаментов Orbi City, вы можете также договориться с нами о сотрудничестве. Ну что, ребят, вот так мы с Вероникой проконсультировали, поработались, посидели. И сейчас я забираю Милану, и мы идем к репетитору изучать грузинский язык. Третья государственная школа. Вот так вот родители забирают здесь детей первоклашек, встречают. Сейчас выйдет Милана. Ну ладно, до свидания. Осторожно, не говори. Паша, видите? Девочки, это что за мне сказала ученица? До свидания, скажите. До свидания. Все, Милана, отучилась? Давай, ученица. А я мышку сделала. Да? А что у тебя такое вот рубашка торчит? А? Первоклашка? Бандитка? А бандитка? Я не бандитка, Ты не бандитка? 2,5 часа, ребят, занимаются дети в первом классе. И вот пока Милана занимается, мама работает. Вот в этом кафе, если что, можно нас найти теперь с Вероникой. Потому что сегодня они тоже ребенка первый раз отдали в детский сад. Нашего друга Кирилла. Так что детей определили, сейчас будем работать. Чуть-чуть, просто я хочу свою подружку достать. Подружка? Да вот, она идет. Которая на ту- Милана, у тебя... Здравствуйте. Рубашка выправилась. Ну, некрасиво. Осторожно. Милана. Так что идем сейчас на грузинский. Мадла Бели Вар, Ром, Гагвицет, Танам Шром Лоба. Подписывайтесь обязательно на канал, кто еще не подписался. Канал у нас о жизни в Батуми, о том, как мы здесь живем, работаем и оказываем помощь людям, которые сюда хотят приехать, познакомиться с Грузией, познакомиться с Батуми. Оказываем сейчас консультационные услуги еще и по Турции. И партнеры к нам постоянно обращаются. Сейчас будем проводить прямой эфир еще с Северным Кипром. И там тоже можно приобрести недвижимость, так как сейчас большая миграция идет. И люди хотят приобретать недвижимость, в том числе и на Северном Кипре, и в Грузии, и в Турции. И если есть такая возможность финансовая, конечно, это надо делать. Вот, а мы вас можем проконсультировать и рассказать и плюсы, и минусы этих замечательных стран. Такой вот вечер у нас в Батуми. 6 часов, 18:00. Девчонки идут со школы, подружки за ручку. Обнялись, поцеловали. Пока. Пока.
Как до свидания на грузинском, дочь? До свидания на хванде. На хвамдис. Что Мама, еще знаешь? Какие слова? Давай повторим. это вкусняшку. Как будет приятного аппетита во благо тебе? А? Шегаргос. Шегергос. Вкусняшка. Купишь? Мы сейчас к Кириллу в гости поедем. Сейчас грузинским позанимаемся с Цури и поедем к Кириллу в гости. Мы сейчас делаем на террасе ремонт, ребят. Хоть хочу такие лампочки. Красиво там все оформить. Подушки какие-нибудь сделать. Кресла такие в грузинском орнаменте. Ковры. В общем, у нас будет такая грузинская терраса. Скоро. Да, дочь? Красивый, да? Смотрите, у нас цветет Батуми, цветут цветы. Вот такие. Пошли, дочь. Ну не срывай. Надо понюхать. Пахнет розочки, да? Пошли. Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайк. Шерьте обязательно, обязательно. Обязательно шерьте.